За 2020 год мы закрыли 7 тонн молока на корову. Чтобы получать такую продуктивность, необходимо создать хорошую, мощную кормовую базу. Голштинизированный скот, он может более на молоко отдаваться, при этом подавляется половая функция. В итоге мы недополучаем телят, не увеличивается сервис-период. Если заниматься интенсивно, то надо разводить чернопестрый скот с высокой степенью голштинизации. В противном случае это можно потерять все. Московская область, село Кочетное, крестьянское фермерское хозяйство Чичоян Мехак. А на текущий момент какой поголовье у вас? Около 700 голов. И сколько вы сейчас получаете молока? На сегодня около 2 тонн. В день? Да. А молоко какого качества и куда вы его сдаете? Белую долину сдаем в Энгельс. Высшим сортом, первым сортом. Мы находимся на берегу Волги, который достаточно засушливый. Да. Здесь всегда была рискованная зона. Планируем поставить подорожение 200 гектаров. Стоимость его более 90 миллионов. На сегодня хозяйство имеет 80 миллионов кредитов. Еще 65 сейчас одобрили. Еще миллионов 50 планируется на следующий год опять на мелиорацию. Когда нет своих, приходится. Батыргалиев Азамат Сабаргалиевич. Я являюсь здесь директором КФХ с исполнением должности главного зоотехника. Наш скот закупался в основном с Вологодской области, закупался чернопестрый скот, голштинизация где-то 70-80%, в линии Reflection Sovereign, Монтвик Чифтейн, Силин Траджет Рокет, Визбек Адиал, Ананас Адема. Основные критерии, конечно, молочное производство. Покупался весь скот, закупленный с племенных заводов. То есть это племзавод Родина, племзавод Майский, племзавод Вологодский. Скот он хороший, но очень требовательное кормление. Кормлению, содержанию. Для того, чтобы такой скот содержать, необходима хорошая кормовая база, хорошее кормление, сахаро-протеиновые отношения, витамины, минералы. Все это надо соблюдать. В противном случае это можно потерять все. Насколько я знаю, здесь еще и сементалы есть. Да, есть. Прежде завозились сементалы, тоже с племрепродуктора или с племзавода, это завозилось до меня, но сементалы тоже хорошие животные, выносливые, устойчивые ко всем недугам и к содержанию, но по молоку уступают чернопестрой породе. Если заниматься интенсивно, то надо разводить чернопестрый скот с высокой степенью голштинизации. Они более адаптированы к нашим условиям. Если чистые голштины, они уступают по выносливости, поэтому чернопестрым. А приличие чернопестрой крови дает те возможности выживать в наших условиях и получать от них хорошую продуктивность. За 2020 год мы закрыли 7 тонн молока на корову надой. Это хороший, но это и не предел. Чтобы получать такую продуктивность, необходимо создать хорошую, мощную кормовую базу. И в этих условиях, чтобы создать кормовую базу такую, необходимо орошение. Без орошения в наших условиях нереально выйти, потому что основные корма должны содержаться и злаковые, и бобовые. В засухе практически бобовые не сумеем выращивать. Поэтому только под орошение, только люцерку надо сажать и тому подобное, чтобы ними можно было создать нормальный рацион. Так как если, допустим, протеины, что-то можно закрывать какими-то концентратами дополнительными кормами, но основное количество питательных веществ должно заходить с основным кормом. То есть превышение по концентратам ведет к болезням кетозам, ацидозам, подавлению половой функции. Голштинизированный скот, он может более на молоко отдаваться, при этом подавляется половая функция. В итоге мы недополучаем телят, не увеличивается сервис-период и, в общем, начинаем проигрывать. Вы назвали заболевание кетоз, да? Угу. Как с ним бороться? Правильное кормление надо. Соблюдать сахаро-протеиновые отношения, влажность корма, кислотность.
если одним силосом, многие могут одним силосом кормить. У кого-то нету, допустим, хозяина, измельчителя этого. Корм должен быть равномерно измельченный. То есть в него смотришь по влажности, влажность корма должна быть там 55-60%. Чем силос от сенажа отличается? Влажностью и сам способ хранения. Силос закладывается влажностью 70% и хранится за счет молочно-кислого брожения. Силосуются легко силосуемые культуры. Сенаж отличается ним, то есть закладывается влажностью 55%, хранится за счет сухости корма. Сосущая сила растения преобладает над сосущей силой бактерий. Сенаж имеет более нейтральную среду, больше сохраняется сахаров, больше и он более подходит к животным нашим. Но далеко не каждый фермер может заготавливать сенаж. Сенаж заготавливается с провяленной травы. Скосили, провялили, убирается. Силос загнали напрямую и пошли. То есть с силосом полегче. Ну, может закислиться, если влажность высокая. Потом консерванты какие добавляют. Это не обязательно дорогой консервант купить. Надо купить тот, который работает. Может быть, сделать сравнение консервантов. А если фермеры, допустим, в качестве добавки используют тыкву, кабачки, то есть это как-то улучшает? Да, конечно, улучшает. Они закрывают витамины, закрывают сахара бахчевые. Но у них содержится много влаги, то есть это, опять же, надо контролировать рацион. Если мы добавляем бахчевые, эти надо, значит, возможно, сено добавлять. Это чтобы в среднем 55-60% влажности выходило. Допустим, если у людей раздельное кормление, силос не имеют возможности... Мы сейчас говорим о тех фермерах, которые имеют совершенно небольшое поголовье, там 50-60 коров, то есть у них нет возможности приобрести дорогое оборудование, дорогой этот. Поэтому вот такие фермера, если у них есть силос, то лучше им сначала скормить грубые корма, потом силос, потом концентраты. В один день? Ну вот, когда идет кормление, если они не могут смешать однородный корм, надо разделить кормление. Не сначала силос, концентрат, а потом сено дали. Почему? Потому что сено опустится, концентраты сядут сверху, и она как мат будет поднимать его кверху. Уже в желудке? Да, внутри. Пищеварение будет лучше идти, чем оно на дно сядет, и уже начинается сбой. Такие мелочи. Спасибо, хороший, очень дельный совет для фермеров, у которых небольшое поголовье. Ну что, пойдем дальше? Сейчас мы где находимся? Сейчас мы находимся, это склад концентрированных кормов. Здесь у нас находится дробилка, вот она, импортная польская дробилка. Лучше она, не лучше наших, не могу точно сказать, по цене в 2 раза дороже. Дальше идет кормосмеситель, дробленный корм попадает сюда. Здесь в этом внутри шнек идет, смешивает корма равномерно. Отсюда добавляются кормовые добавки, то есть это будет соль, мел, премикс, там сода и тому подобное, все ингредиенты. Перемешивается все равномерно. По весам отпускаются вон весы. Кстати, видно, сколько находится в этом конусе. И выпускается вон окошко находится, выпускается на шнек. Через выгружной шнек подается на улицу. С улицы заходит кормораздатчик со смесителем, хозяин. В него отгружается ровно столько, сколько надо, порция. И он пошел под другие корма. То есть вот так вот происходит приготовление кормов. Все рейсы, каждый рейс на каждую группу животных. То есть животные делятся после отела от 0 до 100 дней. Ну, грубо говоря, пусть мы с родилки отелилась корова 2 дня и пошла с трехразовой дойкой. Там от 0 до 100 дней стоят, потом 100-200 дней и 200 дней и более. Животные находятся у каждого свой рацион. В пределах 100 дней мы их должны раздоить, получить основное молоко. Далее идет получение молока и уже к угасанию. То есть рационы меняются. Первоначально там идет авансированный корм. В основном много концентрата, много протеина, белка и тому подобное. Дальше чисто физиологически сбрасывает молоко. Идет уменьшение молока. То есть рацион начинаем уменьшать.
потому что либо животные зажиреют, либо это смотрим по физиологии животных. Нету смысла животное кормить, которое мало молоко дает, на богатом рационе. То есть она съест больше, чем отдаст. Вот так.